Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Семен Уралов прямо сейчас на связи, прямой эфир. Семен Сергеевич, приветствую вас. Приветствую, Александр. Зрителям в прямом эфире двойной привет. Да, и, наверное, где-то даже тройной, четверной. В общем, друзья, собирайтесь, пожалуйста. Это живой, что ни на есть, такой сколёз, анализ того, что мы слышали в Давосе. Если честно, у меня такой какой-то гомерический смех по поводу того, что Трамп говорит: «Зеленский, где Зеленский?» А тут Аксиос: Зеленский завтра встретится с Трампом. Ну, то есть порешал уже все вопросы Зеленский по... Ну, для него Украина же важнее. Вот вчера еще была, да, что вот, пожалуйста, вот вам, так сказать, политика налицо. Ну и очень интересное заявление Трампа сегодня обсудим. Орг-моменты. Значит, как всегда, QR-код, который возле меня вы видите на YouTube, это возможность на экране написать, чего хотите, и канал поддержать. Также ваши вопросы принимаются в сообществе YouTube под анонсом и, естественно, в чате трансляции, но туда, да, вот в финале, в самом. Закрытый клуб зрителей тоже оставляет вопросы в телеграм-канале, и, в общем-то, милости прошу оставлять во время эфира. Эти вопросы прозвучат и будут подняты, что ни на есть. У Семена Уралова есть замечательный телеграм-канал, всех приглашаю подписаться, и эта трансляция тоже там вот сейчас идет, да, то есть многие жалуются. Что важно, экспериментально. Экспериментально, ну, думаю, знаете, пытаемся как-то вот расширять диапазон возможностей, поэтому, в общем, всех приглашаю на телегу, Семена тоже. Начнем мы традиционно с опроса нашего сегодняшнего эфира. Давайте о Зеленском немножко позже, давайте общо посмотрим на выступление Трампа на Давосе. Ну, это, конечно, феерически, бесспорно. Значит, опрос сегодня звучит так. Трамп для Европы. Варианты ответов. Опасен, прекрасен, ясен-красен или козлогласен. Есть такое замечательное слово, поэтому, в общем, голосуйте, мы в конце подведем итоги. И вот первое впечатление, Семен Сергеевич, от, скажем так, выступления. Я вспомнил, кто-то пел когда-то, да, в нулевых, по-моему, да, «В сердце лишь кусочек льда». Была такая строчка, ну, какая-то попса известная, да, постсоветская всем странам. Говорит: кусочек льда я у вас прошу только, кусочек один мне дайте. И то, оно там расположение неудобное, тут, в общем, все такое. В общем, потрясающий Трамп сегодня выступил с речью. Что думаете? Я думаю, что Трамп продолжает срывать аплодисменты, на которые он рассчитывал после, как он считает, начала успешной его персональной кампании, которая началась с Венесуэлы, потому что до этого он же очень много говорил и много чего обещал. И поддержка единственная у него, где была, это, собственно, на Ближнем Востоке Израиль. Но Израиль в ходе этого последнего витка конфликта проявил себя как откровенно фашистующее государство. Это мы увидели. Вот. Ну и никакого особого эффекта не было. А тут Трампу поперло. Да? То есть тут у него, как в анекдоте, тут-то мне карта и пошла. Помните, наверное, нет? Там джентльменам верят на слово. И вот получается, что вся та риторика, которую он прокачивал, начиная с момента избрания, а эта риторика на самом деле ничего иного, кроме как угрозы. Трамп, конечно же, мастер когнитивной войны, мы это определили. Это человек, который, в общем-то, ужал свое политическое мышление до твита, вот, и ему это удается, конечно, мастерски. А так как и аудитория всемирная, она свое восприятие мира тоже ужало до твита, то они друг друга, в общем-то, понимают и болтаются на этих эмоциональных качелях. И вот на этих эмоциональных качелях, они же, как устроен человек? Эмоциональная волна максимум живет, информационно-эмоциональная волна живет около недели. И если, больше ее надо уже искусственно как-то накачивать, люди, в общем-то, рассеянно теряют внимание. Как это работало, это очень хорошо было видно, например, на Майдане 2014 года, когда каждую пятницу что-то обязательно происходило. Вот он уже, Майдан, почти затухает, но надо подбросить, так сказать, полешек в костер. И все получалось. И вот Трамп, он сейчас получает максимум. Почему? Потому что он совмещает сразу два фокуса.
фокус на самом Давосе. Ну, что такое Давос? Давос – это такое как бы прототип мирового правительства. Его роль очень сильно выросла после краха Советского Союза. Много было таких разных структур. Они на самом деле своими корнями, вот если говорить именно историко-политическими корнями, они уходят в так называемые масонские ложи. Было даже страшное ругательство. Если мы почитаем, ну, у нас вообще в Российской империи масонам очень плохо приходилось. Екатерина Великая вообще ненавидела их. Даже пару великих наших, ну, поэтов второй, скажем так, величины, они пострадали за то, что были масонами. И вот это, конечно, вот масонство 21 века, где собираются какие-то, ну, это уже в новой сетевой культуре их же стали называть как эти рептилоиды, да, представители рептилоидов, кто-то еще, кто упарывается в, ну, такую совершенно, значит, у них есть Ротшильды и Рокфеллеры, но есть факт. Есть около нескольких тысяч в мире капитализма глобального семей, которые уже срослись корпорациями, вот, у них есть управляющие фонды, и эти семьи, они, в общем-то, плюс-минус не то чтобы управляют экономикой, но они настолько, ну, капиталы мощные как бы не просто сколотили, а управляют этими финансовыми потоками, что они способны устроить проблему отдельным странам суверенным. Как это происходило, мы видели, ну, вот на нашей памяти там удушение Югославии, которое до сих пор продолжается в виде легкого удушения Сербии. Ну и искусственная деятельность, когда попытки была, так сказать, изолировать в Россию в начале 22 года. Это же были все осмысленные деятельность, ну, хозяев мировой экономики, которые, в общем-то, включились в эту игру. И вот сейчас Давос, это как ежегодное собрание акционеров, так сказать, мировых, о том, как мы будем рулить миром. Я уже упоминал, но еще раз упомяну, рекомендую всем Наома Хомски, именно кто управляет миром. Там много у него раскрывается этих инструментов. Есть еще какой-то там же Бильдельбергский клуб отдельно, римский клуб есть. Много есть разных концептов. И вот у этих управляющих, у них раньше же была на протяжении 15 лет концепция какая? Мировой терроризм, потом, значит, глобальная повестка потепления, ну, то, что называется климатическая. Потом, в последнее мы видели, это, собственно, эпидемия, да, ну, вирус глобальный. Потом несколько лет была, так сказать, идея войны с Россией, как глобальная идея для всего мира, но эта идея постепенно начинает сыпаться. А сыпаться почему? Потому что шла-то война за украинское наследство, то есть потому что каждая такая война, которую устраивают вот эти вот владельцы нового мира, она же за что? За то, кто будет владеть ресурсами, капиталами того, что в этой войне будет перемолото. Потому что смысл войны заключается в чем? Загонять, а желательно обе стороны, в долги в ходе этой войны, а потом они по долгам рассчитываются, в общем-то, попадают в еще большую зависимость. Именно по такой схеме была разрушена вот та старая Европа XIX века, которая в ходе конфликтов попадала все в большую и большую зависимость от США. И вот сейчас Трамп, пользуясь вот этой вот площадкой собрания, так сказать, ну это как 3 толстяка, это 333 толстяка, да, как в сказке у Юрия Олеши. И вот для этих 333 толстяков Трамп, в общем-то, предъявляет свою концепцию. Эта концепция старая, добрая, старый добрый в кавычках империализм из конца XIX века до того, как США стали обладать монополией в мировой культурной пропаганде. Ну, собственно, как только появился Голливуд, потом СМИ. Сейчас эта эпоха доминирования завершилась, потому что мир давно превратился, ну, это же концепция глобального стадиона, давно выдвинутая, потом концепция, значит, мягкой силы 90-х годов. Теперь мир стал действительно медийно, так сказать, прозрачным, скрыть нельзя ничего. Это мы увидели на примере геноцида, который устроил Израиль в Газе,
и внутри самого западного мира произошел раскол из числа беженцев. Точно так же и Трамп, и он в этом смысле как медиа-животное, то есть есть политические животные, а это прям медиаполитическое животное. Он чувствует нерв социальных сетей, он использует максимум для того, чтобы привлекать внимание к собственному персональному авторитету, а во что он-то, скорее всего, превратит, можем разбираться. Я уверен, что там есть и политэкономические основания, и основания геополитические, и еще основания чисто бизнесовые. Он явно собирается еще сколотить пару миллиардов на спекуляциях, которые возникнут вокруг этой темы. Вот так вкратце. Однако тут есть, знаете, такой очень интересный эпизод, такой, я бы сказал, моментишка, Семен Сергеевич. Значит, если так перебрасывать мостик в сторону Украины, имеется в виду заявление Трампа в Давосе по Украине, значит, он уже присел, как говорится, на панель, то есть он речь толкал с трибуны, говорит, Зеленский где-то здесь, и подтвердил, говорит, собираюсь встретиться с Зеленским позже. Значит, сейчас они находятся в той точке, что они могут собраться вместе и заключить сделку. Если этого не сделают, они глупы, это касается обоих, и я знаю, что они не глупы, но если они не добьются этого, они глупы, говорит Трамп, да? И всячески повторяет, что процветающая Америка – это стабильность, безопасность, мир в мире, миру мир, и, в общем-то, какая-то там маленькая Гренландия. Но если бы меня не избрали, говорит Трамп, война в Украине переросла бы в Третью мировую. А так не перерастет. То есть здесь принципиально понятный нарратив, он понятно себя хвалит, все уже к этому привыкли, все видят, что это капитализация имени, это, там многие там составляющие, вы о них упомянули, и, в принципе, если этот пазл разбирать, можно о Трампе проводить прям отдельные стримы часа на 3, на 4, и то не все будет понятно. Меня интересует финализация, и вот эта вот сделка как таковая. Ведь по большому-то счету Зеленский сейчас выглядит, как мальчик на побегушках. Хотя, давайте так, в Киеве ужас, что в других регионах кошмар, там Харьковская область, Черниговская. То есть сейчас бедственное положение Украины. И по идее, тут как бы по-разному люди относятся. Кто-то говорит, действительно, там не время кататься. Он и так катался постоянно по Европам без толку, да, и в этот момент обстреливали Украину, в этот момент жертвы, блэкауты, он возвращался с мишками, с цветами, возлагал их к руинам каких-то домов, куда угодила ракета, дрон или там что-то еще. Значит, но тут он говорит, если не будет ничего толкового, я то есть не поеду. Получается, вот тут принципиально важно что-то толковое от этой встречи. Зеленский просит у Трампа там 3 документа, он повторяет как мантру. Гарантии безопасности, гарантии от США, восстановление Украины, и сама сделка, да. Восстановление это 800 миллиардов, чтобы все процветали. Вот так, процветание. Это слово само по себе режет ухо на фоне катастрофы инфраструктурной с электроэнергией и теплом. Но вот он везет туда, получается, 3 этих сделки. Трамп, как бы сторонится от этого, но говорит о какой-то другой сделке. Я так понимаю, на 3. Россия, Украина и Трамп. Уитков завтра непосредственно в Москве. Этот визит уже подтвердили и встречу с Путиным подтвердили. Как механика это складывается? Или тут, знаете, ничего не складывается, просто Трамп взбалмошно говорит, где здесь Зеленский, а он там, а вот он здесь. И, собственно, мчится, так сказать, Зеленский, спотыкается, потому что его вроде как не хотели в Давосе, а сейчас захотели. В общем, как вы видите вот эту сделку, о которой говорит Трамп, о том, что сели втроем, все решили, иначе они все просто глупы? Смысл сделки, которую предлагает Трамп, как самого действия сделки, он содержится в том, чтобы побольше говорить об этой сделке.
и много вокруг этого наводить, так сказать, самопиару. Почему? Потому что наша-то сторона, она изначально заявила позицию, что нас сделки не интересуют. Потому что такое сделка? Сделка – это когда две стороны, так сказать, подошли со своими интересами, заключили какую-то единоразовую акцию провели, а дальше продолжили заниматься каждый своим делом. Вот это же сделка, да? Поэтому у нас никто на сделку не пойдет. А Трамп продолжает продавать во всемирном масштабе, что сделка – это есть, так сказать, способ заключить подлинный мир. Это ложь. Сделка никогда и нигде не давала оснований для чего-то очень долгосрочного. Сделка, она из мира бизнеса. А мир бизнеса, он по умолчанию предполагает, что мы, так сказать, двигаемся в логике выгоды, причем выгоды коммерческой. А тут какая коммерческая выгода? За 30 лет некогда единая страна дошла до состояния внутренней гражданской войны. Причем тут коммерция вообще? Это для них коммерция, а для нас это ни разу не коммерция. Поэтому тут, смотря с какой стороны смотреть на то, что продает Трамп. С моей точки зрения, вообще вся риторика про сделочный подход к вопросу войны и мира, это не просто манипулятивная история, это издевательство. Паскудством это можно назвать. То есть ты представитель страны, которая там после Второй мировой войны приютила к себе всю падаль, которую нацистам прислуживала. Причем падаль не только из Украины. Есть хорошая книга, называется «Операция Скрепка». Она тоже вышла у нас в переводе в этом самом, такой любительский, он есть в свободном доступе. Это о том, как из Германии специальные группы спецназа, в Германию группы американского спецназа шли первыми, и из лабораторий, где в том числе на людях ставили эксперименты химических, вытаскивали специалистов. Без всякого суда забирали, потом они стали добропорядочными гражданами США, а кто-то был даже представлен к награде государственной. Поэтому никто об этом не говорит, не вспоминает, а сделка, она позволяет погрузить вообще всю аудиторию в это состояние рыбки-гуппи. Но это жертвы когнитивной войны, у которой коридорчик – это неделя-две. Ах, они не хотят заключать сделку, значит, кто-то из них не прав. И поэтому сделочный подход – это то, что приведет нас в тупик. Теперь по поводу того, что, так сказать, какую партию разыгрывает Киев. В Киеве ни для кого не секрет, что ставка сделана на продолжение войны, потому что это большой бизнес. Об этом говорят все элиты прямо, и все элиты говорят ответственно. Единственная проблема в этой ситуации, которая сложилась, это короткая скамейка запасных, вокруг того, кто будет тем самым украинским вожаком, да, то есть ватажком, есть хорошее украинское слово, этой войны с Россией бесконечной. Зеленский, конечно же, примеряет, он себя считает царем Леонидом, мы разобрались в том, в какую роль он вошел и не может выйти, то есть он все еще внутри 300 спартанцев, но ситуация изменилась тем, что его немножко обложили. И тут бы я, конечно, обратил внимание на активность этого Кирилла Буданова, который перемещается в позицию более публичного политика именно, да, постепенно выходит. И еще, это, конечно, по иронии судьбы у всех русские фамилии. И этот новый Федоров, да, который пообещал убивать по 50 тысяч кацапев. Кого там? Россиян. Кого он там? Русни. Как это было Месяц. сформулировано? В месяц, да. То есть это присяга, понимаете? Это присяга биореактора. И тут, конечно, да, у Зеленского появилась... Стоп. Вот это, кстати, очень важный момент. Сейчас вы продолжите по поводу этих двух столпов. Но тут же это воспринимается от Федорова как... он же как, я технократ, у меня там смотрите, да, я такой, все очень четенько, все KPI, эти все
тут смысл понятен. Ну, вот объективно, там 40 тысяч, 30-40 в месяц, 35-40 набирают россияне на войну в Украине, да? И вот мы должны 50, тогда Россия почувствует, тогда вот они начнут, как бы, будут сговорчивее. Ну вот это все, российский же подход. Это вот как вот эти, как это, э, диаграммы, диафильмы, презентации, вот эти все графики, вот это отсюда на самом деле. Но присяга эта, похоже, дана не украинскому народу. Не Нет, украинскому народу. конечно. А это график и презентация для настоящих хозяев проекта «Война. Россия-Украина». Ну, я бы добавил, не только Россия и Украина, это глобальные инвесторы многих войн. Потому что если вы посмотрите каждое десятилетие, возьмете в разрезе, а что такое десятилетие? Это как раз две пятилетки американских президентов. Ну, чаще всего они же на 2 срока избираются. И посмотрите, что за вот это две пятилетки минимум 4-5 войн всегда развязывались. Когда успешно, когда неуспешно. Очень часто войны использовались как проблема, чтобы передать последующему, преемнику. Да, когда пересменка демократы-республиканцы. Это дело в том, что если выходить именно в основание, вот именно историко-политическое, философское, почему американцы всегда ведут войны, это заложено в основании их государства как проекта. Ведь обратите внимание, они только возникли и уже через 60 лет докатились до страшной гражданской войны внутри себя. И конца и краю этой войны не было бы. И, собственно, принято было решение на уровне правящих элит, что для того, чтобы избежать войн внутри себя гражданских, мы должны бесконечно, так сказать, эту войну экспортировать. И сразу же это перешло в войну против Мексики, потом Панамский канал. Я не буду сейчас это все перечислять, но, в общем-то, сразу после войны севера с югом каждый американский президент участвовал в какой-то войне. И это, в общем-то, это их модель. И ничего тут нет удивительного. Об этом была вся, так сказать, прогрессивная пресса 60-х, 70-х годов, когда западный мир оказался уже прямо под колпаком безопасности Соединенных Штатов, то об этом, в общем-то, все свободные люди и говорили, ну все, капец, теперь мы будем бесконечно воевать друг с другом. И, в общем-то, теперь вот эта вот реальность, она начинает до всех доходить. Но ее прекрасно понимали в Латинской Америке, ее прекрасно понимали в Африке, ее прекрасно понимали в Юго-Восточной Азии. Вот. Ну, а теперь, в общем-то, старая Европа, и она оставлена была на закуску. Вот, потому что она все эти годы под сенью, так сказать, именно США накапливала жирок. Вот. И это сейчас начался процесс такого легкого обезжиривания. Да? И поэтому, конечно же, эта присяга приносится никак не народу Украины. Более того, эта присяга приносится никак не даже элитам, правящим и владеющим Украиной. Нет, эта присяга приносится, то, что называется глобальным инвестором войны, как единственной осмысленной деятельностью, с помощью которой Запад взобрался на вершины своего могущества, и как он считает, что он сможет удержаться на этих вершинах, потому что никаких других идей у них нету. Если мы посмотрим любые мирные соревнования, Запад всегда проигрывал. Вот. Сейчас, вот после того, как рухнул Советский Союз, всего за 25 лет он проиграл мирное экономическое соревнование. Китаю я имею в виду. Ну вот посмотрели, да, во что же это все превратилось всего за 20 лет. И поэтому ему нужна либо победа в новой холодной войне, как они сейчас это описывают, когнитивной, вот новое проявление именно идеологического противостояния, когда правящие элиты на того, на кого наезжают, они самоуничтожатся, как самоуничтожились советские правящие элиты. Часть просто, так сказать, была подкуплена идеей приватизации, что вы теперь станете новыми хозяевами.
А часть искренне заблуждалась, искренне верила, что мы построим Америку в плохом климате, в северном климате, и нам всем, в общем-то, будет от этого счастье. Но никакого счастья не наступило, и теперь наступила пора платить, так сказать, по векселям. А это выступление руководитель Rand Corporation, по-моему, еще 2015 год. Я в одном из роликов как раз украинской трагедии у Дмитрия Юрьевича Пучкова, я прям показывал это выступление, где он прямо говорит, что типа, да, Европе надо готовиться через там 10-15 лет к тому, чтобы воевать внутри себя, потому что это единственный способ, в общем-то, как бы экономического управления. Они это называются ограничение экономического развития, сдерживание. Они пытались, была концепция, что можно сделать это добровольно, то есть, что весь мир будет отдавать им свои ресурсы во имя борьбы с климатом, но на это не очень повелось. На этом же была построена вся концепция ESG. Вот вы интересовались же этой темой ESG, например, экономики. Вот. Наверняка она была же, да. Я в приложении к Арктике очень интересовался этому всему. У меня тогда был как раз проект, связанный с арктической регионом России, да, и я смотрел, как западные корпорации с помощью... Это на самом деле вся эта борьба за экологию, это по большому счету был скрытый способ датировать свое производство, размещенное в как раз арктической зоне, да, и попытки давить на Россию для того, чтобы Россия открыла свою арктическую зону. Там же была концепция в чем? Что значит Арктика, она общая. Вот то, что Земля, так сказать, это ваша, а все, что дальше, оно, в общем-то, должно быть общее. И так постепенно отжали Шпицберген. Еще другой вопрос, что мы сильно ослабли в научном смысле и перестали поддерживать. Шпицберген это же была такая нейтральная территория, где Погодите, и могли многие вы иметь можете свои станции. вы мне можете, конечно, оппонировать, но я что-то не шибко, простите, знаю о прорывах научных в Шпицбергене, как раз-таки после того, как отжали и туда там разделили на всех этот клочок земли. Ведь Шпицберген это, давайте так, это маленькая Гренландия. Тех Да, всех я лет. специально и привел по этому Поэтому примеру. тут давайте так, смотрите. У меня вообще как-то сейчас вы продолжите по Арктике, это очень интересно. И Шпицберген, Гренландия, отличная параллель сейчас укладывается, однако тут выходит один деятель, американский, и говорит, смотрите, на самом деле, и показывает нам глобус, но только так, развернувшись, как бы северным полюсом в нос, так, тычет, и говорит, вот если мы там разместим ПВО, ПРО, ракетное наступательное вооружение, то у нас Россия вся и Китай по подлетному времени, это же прям, это прям на ладони. А оно так и есть на самом деле. Просто если так брать географически. И он прям рисует, и там рисуют, сразу инфографику подкидывают. Все-таки соросята классные ж люди, да, они сразу нам как бы визуализируют. И там действительно пожалуйста, весь как бы полярный круг российский. И даже туда, в сторону Магадана тоже не шибко далеко, да, то есть вообще замечательно. Так может, ему Гренландия для другого нужна? И когда он говорит, что ее захватит Россия, Китай, он наоборот хочет, собственно, Гренландию не для редкоземов, не для научных прорывов, как по Шпицбергену, поэтому я вклинился, понимаете? Не было же никаких прорывов, просто рыбачат, кому-то запретили, кому-то разрешили, и привет. Нет там ничего такого эдакого и сверхважного, то есть научных разработок там, все заморожено. Все просто эксплуатируют как могут эту территорию и получают какие-то зарплаты, вахтовым методом ездят туда, там горстка людей живет непосредственно на этом острове. Точно так же и с Гренландией. То есть Гренландия большой Шпицберген, но нужна она, вот эта точка, и одна, и вторая, для безопасности. Для создания бесконечных угроз. Ведь дело в том, что американская концепция безопасности, с помощью которой они победили в холодной войне, а у них же особенность протестантского мышления, это мы тоже многократно уже разбирали, что оно прецедентное, как и право. То есть, если один раз получилось, значит, это правильная стратегия, нужно пока не даст сбой. Это
перенапряжение сил. Дело в том, что это еще из старой геополитики, знаете, еще из античной, когда установили, что есть два типа империй – телурократии и талассократии. То есть те, кто базируются на морском доминировании, да, и те, кто базируются на доминировании на суше. И вот особенность сухопутных, назовем их так, империй, любых, в том, что у нее очень растянуты коммуникации. И когда ты ей создаешь в сухопутной империи напряжение на вот многих фронтах, то там чаще всего не хватает ресурсов, и она просто может рухнуть. Вот. Как это есть такая метафора колос на глиняных ногах. Но это то, почему, кстати, ну вот Германия, которая была зачинщицей двух войн, у нее же была концепция в чем? Ни в коем случае не воевать на два фронта. И даже был разработан там специальный план Шлиффена, который заключался в чем? Что мы настолько крутые администраторы железных дорог, и вообще мы такие четкие орговики, что мы быстро победим на Западном фронте, перекинем на Восточный, и вот так вот будем перекидывать, и избежим, собственно, ну почему? Потому что прекрасно понимали, что чем больше фронтов, тем больше шансов у сухопутной империи рухнуть, потому что и морская, она развивается. И Америка является классической, ну, морской империей, причем именно пиратского типа. Если же мы посмотрим фамилии, там, рода всех отцов-основателей, ну, это все либо работорговцы, либо как бы пираты, чаще всего и то, и другое. Вот. Поэтому это заложено в основании их превосходства. И, конечно же, Гренландия – это способ создания напряжения, в первую очередь для России. Но также, кстати, с помощью Гренландии окруженным оказывается Канада. Вот если мы посмотрим, то Канада уже становится окружена со всех сторон. Ну а по поводу России, а главная же угроза будет заключаться в чем? Россия страна северная, все наши мегаполисы находятся на севере. Вот. Ну, нет таких больше стран в мире, где на таких широтах был бы Петербург, Новосибирск, города-миллионники. Да и сама Москва 15-20 миллионная. Ну, вот посмотрим такого размера города, где находятся. Это Мексика, Юго-Восточная Азия, ну, совсем другие широты. А Москву тут же еще сложности, в принципе, управления в таких северных широтах. А газ и основные у нас запасы всего, что поддерживает это, вот, они находятся как раз на северах. Вот, если мы говорим про европейскую часть. Ну, а когда уже за Урал переваливаемся, да, там уже как раз вот чуть южнее, в районе Тюмени. Но тем не менее. И поэтому, когда создание угроз со стороны Гренландии, это заставляет Россию очень серьезно распылять силы. Потому что, обратите внимание, посмотрите на нашу карту. Вот если мы ее тоже вот как это развернем, но не на глобус посмотрим с другой стороны, а как бы в развертке ее посмотрим, то мы увидим, что у России самая тоже большая в мире ну, кромка, именно ну, прибрежная территория именно на севере. Ну, вот у меня сейчас перед глазами карта, сколько у нас там только морей. Баренцево, Карское и еще сколько там, 4 моря там. Вот, не считая выхода в Северный Ледовитый океан. Поэтому, конечно же, это создание напряжения, но это старая американская тактика. Я напоминаю, что на такой понт в свое время взяли советское руководство. Это так называемая система Звездных войн, СОИ. Это значит стратегическая оборонная инициатива. Что значит Советский Союз сейчас будут атаковать из космоса. В это было вложено очень много пиару. На этом Рейган как раз прославился. Потом, через 15 лет, оказалось, что ничего не было, кроме научных изысканий и вложения, так сказать, именно в противостоять этой системой СОИ. А у нас ресурсов нет. У нас еще идет параллельная война в Афганистане. И включилась шарманка под названием «Давайте лучше с Западом вести переговоры, потому что мы не выдержим, скорее всего, эту гонку». Но это было давно, еще с 70-х годов. Я рекомендую, у нас вышел в прошлом году неплохой фильмец. У нас в последнее время вообще по этой теме неплохие выходят фильмецы. Называется «Дорогой Вилли». Это о том, как Брежнев ну, как бы искал контакты с Вилли Брандтом. Брежнев же там, если не ошибаюсь, сыграл Маковецкий. Кстати, он же киевлянин, гениальный актер Сергей Маковецкий.
Вот, Смотрите, поэтому эту ситуацию они уже делали, и у них получалось. давайте тогда попробуем спрогнозировать. Значит, сейчас там, как это, рынки американские, биткоин, вот это вот все сразу пошли вверх, ну, как бы отыгрывать вот это прошлое падение, потому что Трамп сказал, не хочет войны и, в общем, не военным путем не будет захватывать, говорит, продайте мне кусочек земли. Вчера активно распространили информацию, ну, кто-то, знаете, все спрашивают, зачем нужны аналитики? Ну, наверное, для того, чтобы там залезть куда-нибудь в Википедию, углубиться. И вот даже вот зачем нужны вот эти параллели, там, Шпицберген, Гренландия, ну, то, чем мы сейчас с вами занимаемся. Да вот за этим самым. Нарыли, что остров Эпштейна, это датский остров, который в свое время купили. Ну, вот так вот по иронии судьбы, понимаете, так получилось. Да и вообще, Дания тоже владычица морей, да, в свое время. Нормально торговала территориями, нормально торговала островами, нормально всем торговала. Просто Гренландия, ну, шибко уж прям бельмо на глазу. Ну, вот прям это вот прям что-то будет неимоверное. И нет нормального политического процесса, который позволит это все, ну, в такое, в нормальное русло запустить. Почему? Потому что много козлоголосия, много криков, много пиара, то, на чем как бы мы делали акцент выше. Если попробовать сложить вот эти доли вероятности, высокая вероятность того, что ну, в общем, пошумят, но потом возьмут и продадут Трампу Гренландию, а он, собственно, окрасит ее в цвет своего флага и попрет, ну, давайте куда? На Канаду попрет. Он же тоже говорит, Канада тоже наш. Вполне. Я не исключаю. Ему же, понимаете, Трамп, он же входит в терминальную стадию. Ну, одна же из теорий, вот, ну, на которой, кстати, стояли наши марксистские предки, она в чем заключалась? Что фашизм – это самая это реакционная форма, ну, как бы реализации наиболее оголтелой империалистической политики. Это когда вот уже монополии сходят с ума от вседозволенности, то есть вот, можно все, они превращаются в фашист, ну, то есть они начинают сначала поддерживать режимы фашистского типа, а потом незаметно капитал сливается уже с политической властью. Собственно, это происходит всегда и везде, и ничего ты с этим как бы поделать не можешь, если, ну, как бы только не будет, ну, с фашистами дел не иметь, да? Но пока что мы же видим, что США не только поддерживают режимы именно вот такого типа по всему миру, они научились делать это в совершенстве. Ну вот, обращаю внимание, вот этот же Буданов с Федоровым, который мы вот уже вспоминали сегодня, это же люди, выращенные в пробирках. Если Зеленский, ну вот я просто хотел бы, чтобы мы эти аналогии разобрали. Если Зеленский это все-таки дитя незалежной Украины, ну и постсоветского краха, да, то есть человек, у которого произошел там морально-этический крах в 90-е, как у большинства с моего поколения, да, вот, то вот эти двое, это уже персонажи, именно выращенные в пробирках, которые глобальный Запад, он вот внедрял в лабораториях по всему миру. То есть это люди вроде, ну даже у них фамилии русские, да, ну вот как у меня Уралов, да, то есть даже навіть не Буденко, не Федоренко, не Федорчук, то есть прям явно из великороссов то, что называется. Но тем не менее, они спокойно годятся для как вот потенциальные сменщики. И Запад, он же таким образом и делает. Он все время поддерживает какого-то, ну, негодяя, делает ставку на того, который выдвинулся из, так сказать, массы, а потом подвешивает его тем, что ему начинают в спину дышать конкуренты. И тогда этот негодяй становится еще более сговорчивым. Вот. Почему? Потому что ему в спину дышат конкуренты, которые согласны даже вот с трибуны Верховной Рады, как вы метко отметили, с презентациями, с картинками, вот, давать присягу биореактору о том, что сколько они будут человек убивать. То есть, видите, у них даже цель уже не участвовать в войне, а убивать. И поверьте мне, по всему миру таких персонажей
найдется достаточно много. Вот мне интересно, вот как вы считаете, моя вот эта схема о том, что они с помощью сменщиков подвешивают, как в свое время там Порошенко подвесили, она рабочая или не Ну, рабочая? сейчас состояние страны не то. Я понимаю, я не разделяю, но я понимаю всех тех, кто говорит о том, что извините, простите, но Зеленский незаменим. Ну вот по большому-то счету. Ну, так какой Буданов? Какой Федоров? Какой Залужный? Это все деланные истории, это все деланные вещи. Как бы, по сути, альтернативы Зеленскому нет. Нам бабушка Юля не даст соврать, понимаете? Которая как бы и на хвост наступили, а она вот сейчас там, ну, начинает как бы барабанить в барабаны. Вот сегодня очередной суд у нее был. Я думаю, что не подвешивают на сменщиков. Но она как и, ну вот смотрите, и параллели прошлого тоже не актуальны, потому что не было такой тяжелой ситуации. Тут же какой момент сейчас? Момент истины, критический. Я так напомню, аккуратно, чтобы не разгонять панику, что уже которые сутки ждут орешник. Сегодня сказали до конца недели. Есть уже реальные выкладки о том, что орешник может полететь по Киеву. И опять сообщают, что, как это, близлежащие или сословие холопов первых лиц уже потихоньку собирают манатки и туда куда-нибудь позападнее, куда можно, да, немножко как бы улепетывают, да, из Киева. Ну, во-первых, потому что ситуация тяжелая, это понятно, да, и причем правы те эксперты, которые говорят, если вам не дали неделю тепла, ну, в общем, и не ждите. Ждите, пока там размерзнется, ждите, пока плюс будет, пока погода изменится, что-то где-то. А во-вторых, Россия же бьет, дальше бьет. То есть это, ну, не останавливается. Зеленский, как слепая, ну, был такой сериал, может, вы знаете, вот слепая, слепа, про типа как Вангу, когда к ней приходят все, и она всем пророчит, гадает там. Он как слепая говорит, будет обстрел. Причем тихо, 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 тихо до поздней ночи, потом под утро хрясь, обстрел. И опять там 6 тысяч домов, опять, в общем, вылетает свет и так далее. Ой, говорит, плохо с шахедами справляются. Ну, и сам это все прогнозирует. То есть, вполне себе, как бы, применение орешника по Киеву, вот как бы вы расценили? И в контексте того, что вы там говорите, сменщики, не сменщики, нет. Дурных нет. Все до сих пор адекватные эксперты в шоке, почему Буданов поперся к нему в офис, он себя деклассировал полностью. Так бы был какой-то под ореолом какого-то героя для украинского народа, который сражался, который военный. А сейчас нет, сейчас он костюм, как на коровье седло, и все его не привыкли так видеть, он даже по офису ходит в своей форме гуровской. Он себе как бы, он замазался Зеленским. Люди устали от Зеленского. Люди устали от этого вранья. Люди устали от потужности, от незламности. Уже так и пишут, о какой потужности и незламности идет речь. Более того, пугалка еще большими потерями, например, орешником по Киеву, да, или какими-нибудь там еще ударами по подстанциям атомных электростанций, которые погрузят во мрак всех и вся, воспринимается уже, как бы, знаете, ну, а что еще хуже может быть? Поэтому тут такой момент. По сменщикам не согласен, а вот по орешнику. Ведь мы подходим к очень серьезному Рубикону этой войны. Если до этих проблем в Киеве, Харькове, Чернигове и везде россияне могли смело говорить о том, что мы воюем щадяще, то сейчас это говорить куда сложнее. Да, после обстрелов нет мирных, ну, жертв, да, но то, в каком состоянии сейчас находятся тыловые города, это уж, простите, никак не братский народ. Ну, давайте скажем прямо. У нас же новости приходят со всех сторон. Вот кадры вчерашние из... Ну, это Новая Адыгея. Мгм. Ну, по факту это... Ну, это через Кубань от Краснодара. По факту это агломерация Краснодара, да? И все мы это видели. Разница между сторонами
в ходе этого конфликта? В том, что Россия сначала предупреждает о намерениях и очень долго это делает, да? То есть, потому что первые удары, они ж... Ну, Орешник-то был оба раза, так сказать, еще ж смеются над этим украинские эксперты, и не Холостой. только, что он холостой был. Ну, так он же не зря был холостой. Это же предупреждение было. И вообще просто на пост-Украине, к сожалению, не поняли вообще идеи вот этой вот СВО 1.0. То есть демонстрации в самом начале 22 года и захода под Киев, и под Харьков. Вот не поняли просто, да? Потому что все это повторится. Но повторится уже на других основаниях, когда города действительно будут уже без тепла, без света, когда они будут обезлюдены. Ну, все, началась война экономик, понимаете? То есть сначала это была война, так сказать, политических систем, ну, политэкономических, на запасах, то, что называется. А потом же все это разогнали. И то, что обществом пост-Украины можно манипулировать бесконечно, ну, вспомните, все устали от Порошенко. Ну, устали же от Порошенко, устали. И как произошло самооблучение Зеленским? Как оно? Ну, оно же как-то произошло. Как в свое время, точно так же, как Порошенко и выбирали как президента мира, я напоминаю. Просто общество, сведенное с ума, а мы уже многократно тоже с вами установили, у меня книга об этом, да, что какая-то часть уже тронутого общества, она управляется с помощью медиасигналов, вот, медиаэмоциональных сигналов. И поверьте, им можно продать и про кого угодно. Любую идею, особенно если об этом активно расскажут на Западе, уважаемые люди. Ну, кстати, это не новое. Я уже к каждому эфиру готовлюсь кого-то из классиков, так сказать, украинской литературы. И не только. Сегодня я как раз в тему получилось, готовился. Есть такой известный писатель, ну как, его имя сейчас подвергнуто забвению на Украине, Ярослав Галан. Вот. Он же интересен чем? Что он был уроженец тоже Западной Украины. Когда началась Первая мировая война, его отец попал в концлагерь в Талергофе, тот самый, один из первых концлагерей. И Ярослав Галан с матерью, для того, чтобы этой судьбе быть не подвергнут, он переехал в эвакуацию в Ростов-на-Дону, обращаю внимание. Он хотя был подданным Австро-Венгрии, но тем не менее переехал в Россию и правильно сделал. Всем надо при военных действиях переезжать в Россию людей доброй воли. А потом он вернулся. То есть он при этом не остался в Советском Союзе, а вернулся в межвоенную Польшу. И вот что он писал про состояние общества и как тогда сводили людей с ума. Я сейчас подгляну себе в эту самую, то, что я подготовил, прям процитирую. Вот. «Подумати лишень. 13 років чекання, вижидання. Тисячі разів убивав уже Ворошилов Сталіна. Стільки ж ляпасів давав Сталін Ворошилову. І нічого. Та 23 листопада задзвонили телефони в усіх редакціях. Осанна! Сталіна вшколошматили, Москву здобули, стовпи перевернули, а на кордоні тільки вовки з копом бігають з радощів. І дають оценку. Дрібна повітова скандалістика. Оце зміст життя носіїв ідеї. Скандал став для них хлібом щоденним. Без нього вони, як риба без води. Під зморщеним чолом борця за ідею визволення неньки ховають душу звичайнісінького жуліка. Крадуть і крадуть, грубо, по-простецьки. Крадуть в культурних інституціях, крадуть в экономичных установах. Александр, это 100 лет назад, собственно, что делали с обществом? Тогда была маленькая часть пост-Украины оккупирована, да, которым в голову это все заливали, о том, что Сталина уже убили, и все тогда. Только надо вступать в ряды, так сказать, украинских националистов, и все будет добре. Ну вот Как оно это, все повторяется. Сталин в холодильнике, да? Вот такая двойники Да, Сталина, да. Сталин в холодильнике. На самом деле. Но все-таки что делать потом, после, вот с этой войной? Вот хорошо, война экономик, она, понятно, проиграна. Денег нет. Макрон говорит,
там 90 миллиардов, он говорит, окей, 90 миллиардов это те, которые выторгованы еще в конце прошлого года от Европы, да, на 2 года. Да, но 60 это должно быть наше оружие. То есть получается 30 миллиардов. Кристалин Лагард выперлась и начинает рычать, показывать, как украинцы должны себя вести. Проснулся утром, порычи для самоуверенности. Ну, это же просто маразм какой-то, понимаете? Кристалина! Кристалина! Ты чего? Ну и а вот другие моменты, это я хочу тоже с вами отдельно обсудить. Прям вот интересно с точки зрения вот этой когнитивной войны. А, Значит, ситуация с Тиной Кароль, да, уже извинилась доконали, да, перепела не туда песню. Кулеба говорит о том, что кофе идите покупайте, в рестораны сходите. А его партнерша, ну, подруга, да, она у него интервью берет, как Гордон с Гордонихой, так он, М. Кулеба с Павелецкой. Она вообще Ну, тоже как там, Оксана Марченко с Медведчуком, да. то есть она сидит и берет у него, не, ну они там хоть что-то там, это было время другое, они там что-то обставляли, какой-то там антураж, а это, знаете, вот это, как мы с вами, только в соседних комнатах, да, вот это вот дает интервью, Все в семью, а да. она выходит, вот тоже в своем уже интервью, она что же великий там блогер, деятель, и говорит, ой, так смеются, им так весело, как согреться, а давайте этими игрушками для взрослых, напоминающие, скажем так, мужской орган, давайте обкладываться, включать и греться. То есть доходит уже до маразма. А люди в своей массе уже перестали вестись на потужничание, на вот это вот, а давайте лучше мерзнуть или там доживем до весны, но зато не под русским флагом. Уже даже отдельные тоже работницы эскорта, которых, кстати, Буданов награждал, потому что они помогали разведке, выходят и пишут, мы начинаем больше ненавидеть свою власть, чем российскую. И вот в этом проблема. То есть мы видим определенный перекос общественного сознания, который вы, как исследователь Украины и украинского общества в своих книгах, для всех тех, кто не знаком, пожалуйста, поинтересуйтесь книгами Семена Уралова. Как оцениваете этот момент? Потому что то, как вы отлично перебросили на 100 лет назад, да, мостик, но там же дальше что-то было. И вот такое ощущение, что мы уже там на полшага занесли ногу дальше. Ну, а что дальше было? Дальше было страждание и кров, навіть післявоєнний. Я же напоминаю, что у меня так исторически сложилось, что моего прадеда, в честь которого меня назвали, его отправили устанавливать советскую власть в 1939 и 1944 году. 2 раза. Вот. Если другие территории Украины, где проходили, ну, УССР, скажем так, война и гражданская, и потом Великая Отечественная, там очень быстро сразу перешли к, ну, восстановлению. То вот в части регионов, ну, это не только вот Галиция, да, это и Волынь, и часть Житомирской области. Ну, вот я напоминаю, тот же Медведчук, он же сын сосланных, он родился же в Красноярском крае. Вот. Почему? Ну, хотя у него отец или кого там ссылали, он был из Житомира. Ну, тоже был, так сказать, пойман на каких-то таких связях. То, что называется коллаборационисты. Но дальше Киева, в принципе, этого не было. Ну, вот этой вот, назовем так, подпольщины, бандеровщины, лесных братьев и так далее. А на остальной территории, извините меня, еще 10 лет особенно ответственные работники, особенно в райцентрах, вот, они прям спали с оружием, вот спят, а рядом где-нибудь ППШ лежит, да, потому что почти 10 лет был бандитизм. Ну, посмотрите, например, последствия в Чечне войн, вот, то есть там долго был комендантский час, поэтому чем глубже пустила корень вот эта человеконенавистническая идея войны внутри одной культуры, тем дольше его нужно будет выкорчевывать. И ты с этим ничего не сделаешь. И почему была, ну, угроза вообще, ну, почему так бандеровщина развернулась конкретно в нескольких регионах? Потому что корни были пущены еще до
Первой мировой войны задолго, тут вот тоже как раз, ну я сегодня Галана как раз готовил, он вспоминал, как его учили в гимназии. І от, значить, кожної неділі учитель проводив нас парами у церкву монашого ордена Василіан, де повчав нас замвона наш викладач закону Божого. Василіанин закликав любити фабуристого царя Іосифа II і ненавидіти москалів, які, вмовляв, треба до ноги вырезати. Это вот воспоминания человека, что ему в гимназии вкладывали, это еще до даже Первой мировой войны. Поэтому, Александр, нам предстоит очень системная и многолетняя работа, потому что начинать нужно будет выкорчевывание, в первую очередь, из системы образования, из системы медиа. Потому что они сделали с обществом? В чем функция интеллигенции? Функция интеллигенции – объяснять происходящее вокруг и давать некие идеи будущего. Ну, как сейчас модно выражаться, образы. Но есть еще и модели будущего. Интеллигенция на постукраине, кстати, как и в Молдавии, процентов на 90, особенно в Киеве, была куплена с помощью всех этих грантовых программ. Вот. Хочешь за экологию – будешь за экологию. Хочешь, значит, ЛГБТ – будешь ЛГБТ. И таким образом, я очень хорошо помню, наблюдал эти процессы. Это как раз конец 90-х, начало нулевых. И вот через 5 лет в Киеве уже все было готово. То есть начали это делать при позднем Кучме 97-98 год. Но когда появилось издание «Украинская правда»? 98-й, по-моему, год, да? И еще тогда же тоже на западные деньги, я помню, появились первые издания там про UA. Сейчас их уже даже не существует. Они тогда не стеснялись, писали, что они существуют за деньги USAID. Информагентства первые, которые потом же Коломойский перекупил, как он, Униан, не Униан, в самом центре города, да, изначально реализовывалось за деньги Freedom House. И везде была эта идея, что мы, значит, справжние европейцы, вот мы такие европейцы, но нам для того, чтобы стать европейцами, нужно проделать путь, убить в себе внутреннего, так сказать, москаля. Вот. А как это сделать? А сделать это надо, и дальше предлагались модели. Как в Прибалтике, то есть какую-то часть своего народа превратить в недочеловека, да, не граждан. Вот. Либо путем большой войны с Россией. Вот какой у вас, так сказать, была вилка, которую давала новая интеллигенция. Я, кстати, и они все в этом замешаны. Недавно наткнулся на Савика Шустера. 2008 год, включали Жириновского. Еще студии вот этих модных не было. Такие, свобода, да? Формат там, полочки книжные. 2008 год. Слушайте. Там его включили, и, в общем, и там же как бы хор Украины, там Гордон сидит. Там сидит вот этот Портников, там Карасев сидит, вот понимаете, а так смотришь, понятно, там слово держит Корчинский, который говорит о том, что украинцы воевничая нация, и очень много кто хочет воевать, и там у микрофона Пономарев говорит, а вот типа попробуйте, мы тут будем вот это вот вас крошить, кромсать, начал там что-то заикнулся по поводу евреев, его... собственно, Жириновский тогда осек и говорит, я же вас никого не обижал. То есть я говорю, вы меня позвали, я говорю. То есть я говорю правду, я с вами типа не шучу, не выдумываю ничего. Я так вижу, вот такое, а вы ковыряетесь в гробу моих родителей. И дальше четко выдал, в НАТО никогда не будете, с Севастополя никто не уйдет. А это все в 2008-м закручивалось, вот это все. И причем не просто закручивалось, вот это вот был эфир. Я его, кстати, плохо помню. Я помню эту студию, помню этих гостей. И просто поразительно, что лица одни и те же. Практически, за редким исключением, там, Карасева под санкции засунули, и, в общем, он молчит, да. Гордон, Портников, Корчинский, практически все вот эти, они же, да, вот они такие, они сейчас, прошло уже сколько лет, слушайте, с 2008 года это был определенный апогей, что ли, да, тогда вот этого противостояния, на еще пока таких риторических формах, но тем не менее. И вы знаете... Да, конечно, предупреждали. Александр, чем отличаются
Ну, мы часто с вами проводим сравнения. Я просто, как человек, который много жил, работал именно на постукраине, и не только, еще и в южных регионах, в том числе и России, я всегда объясняю, чем отличается северная культура и южная. Они действительно отличаются. На севере дольше, так сказать, думают, дольше запрягают, да, но потом быстрее едут. А на юге там культура, так сказать, ну, махновская, тачанки. Сразу и поскакали. Конечно же, в России много раз формулировали. Я напоминаю, это 2009 год. В августе месяце было обращение, тогда Медведев был президентом. Вот тоже рекомендую эту таблетку для памяти посмотреть. И вот он в августе 2009 года выпустил длинное, казалось бы, ну, из ничего обращение как раз к Ющенко, где он там очень долго рассказывал, почему то, что вы делаете, это вообще в корне неверно. Это, я напоминаю, персонально тогда он был президентом России, да, то есть контактировали с Ющенко, но почему-то Медведев выбрал форму обратиться напрямую и предупредить. И более того, я вам скажу, с моей точки зрения, среди украинской элиты в погонах, к сожалению, не услышали то самое обращение Путина в первые дни СВО. Вот. Помните, у него было отдельное обращение к этим самым, ну, к офицерам военнослужащим ВСУ. Мол, типа, берите власть в свои руки, и с вами мы, как бы, если что, быстро договоримся. Но это я вам выжимку, так сказать, тезисов говорю. И действительно, если бы ее услышали и, ну, как бы, приняли к сведению, то все мирные соглашения первичные, которые планировались по типу сначала это же в Гомельской области, а потом то, что стало известно как Стамбул, они бы, скорее всего, с адекватными людьми были бы подписаны, заключены, и надо было просто пойти на ряд условий, но для этого нужно было зачистить внутри Хорошо. себя всю вот эту шваль, которую вы перечислили, Да, но которая приватизировала мы право отклонились. говорить от имени украинского народа. Да, мы отклонились о народе. Вот у нас каждый день по стране там протесты. Выходят люди, перекрывают дороги, как это, играют в городки с полицией, да? Ну, имеется в виду там в Хмельницком вот сейчас, да, сегодня. Вчера там, позавчера Сумы, там Кривой Рог, многие там места. Эти все лидеры общественного мнения говорят, это не поможет, что вы вот, но это же у украинцев зреет, ну, понимаете, вот эта вот история, что, ну, хорошо, там, прилетело туда, да, там проблемы. А у нас в Хмельницком чего? Ну, образно, да, или там, а здесь, а почему там в соседнем доме есть, а у нас нет? Почему нельзя кинуть условно 2 провода, чтобы мы хотя бы там, ну, не знаю, там, что-то смогли хотя бы, ну, подзарядиться хотя бы, да, или каким-то образом. И они выходят, ругаются, к ним выходит местная власть, эти все пожары гасят. И я тогда вот как задам вопрос. Ай, ну, мою позицию аудитория канала знает. Я не могу понять, да, почему вместо того, чтобы условно выходить и говорить, значит, у нас тяжелая ситуация, мы там вытаскиваем полевые кухни. Сейчас вот это все, особенно депутат Кучеренко есть такой от Батькивщины, да, ну, тот, который, он же тоже, получается, 10 имел в месяц, ну, подкормки, о которой говорили на пленках Тимошенко. Ну, или не имел, никто не знает. На Вот. сигареты выдавали, которые, да? Ну, командировочные, или как это правильно? Ну, в общем, суточные, понимаете? И вот он говорит, вот, чтоб вы знали, там 2 человека в Киеве погибли из коммунальщиков, которые там, они по 2-3 суток на ногах, без сна и отдыха, не выдержали, выгорели эмоционально, ну, померли люди. А ты так смотришь, и, ну, вот там, можно же посмотреть видео Кличко, когда он ходит вместе с этими коммунальщиками по подвалам. Он-то делает это в своих целях, но он дает нам информацию. Мы смотрим на этих коммунальщиков, а это деды, ну, которые не подлежат мобилизации.
Это объективная реальность. Это не надо, скажем так, ну, так и есть. Они берут на работу вот этих, которых уже, собственно, не загребли. Сегодня Зеленский в судорогах, видимо, кто-то доложил, кто-то там, в общем, они срез поняли по поводу смертей этих. Говорит, всех, кто сейчас борется с блэкаутом, под бронь. Да елки-палки, так до блэкаута надо было всех под бронь, чтобы у тебя, собственно, в случае чего были бригады, было восстановление и все остальное. И поехали из Киева со Львова специалисты, еще там откуда-то, с Укрзалезницы, все сейчас помогают Киеву там крутить провода и гайки на трубах и везде. Даже там глава правления Укрэнерго, исполняющий обязанности, его убило током, сегодня сообщили. Потому что в подстанцию полез какую-то там, и что-то где-то, клеммы, не клеммы, короче, в спину прям, или как-то не в спину, в общем, током убило человека, который Укрэнерго возглавляет. Это означает, что это катастрофа, выжженное поле, понимаете? Среди мужиков, которые умеют работать руками, понимают систему, электриков, элементарно, электриков. То есть это просто показатель сумасшедший. К чему могут протесты людей привести? И есть ли, на ваш взгляд, повод у этих людей думать, что с отключениями-то не все так просто? Потому что люди же сейчас, смотрите, с одной стороны, кто-то говорит, что деградирует общество, вообще общество, человек, да? Клиповое мышление, тупость вот это. Давайте, вибраторы, они ж греются, давайте обложимся ими, это как жена Кулебы. Она ж 38 градусов, хорошо, типа. Тупость. Но с другой стороны, есть доступ к информации. Они открывают плохой, там, врущий, но тем не менее, чат GPT. И спрашивают у него, чатушка, родненький, зеркальце, свет мой зеркальце, скажи, как в сказках русских. А ну-ка, вот смотри, такая ситуация. Чисто теоретически, как это может использовать власть? И чисто теоретически чат GPT им, в принципе, и рассказывает о том, что графики – это канализация протеста, управление обществом, загоняют в стойло, не дают вообще голову поднять, людей заставляют думать не о войне, мире, проблемах, а заниматься, как бы найти час, когда со светом постираться вот этими проблемами бытовыми, и понижают уровень потребления. Он все-таки чат GPT, он все-таки интеллект, хоть и искусственный. И они это читают, и открываются глаза, и прозрение. Ну, как вы нам читаете столетней давности украинских мытців, так они читают сегодняшний чат GPT. Что думаете по поводу реакции народа? Потому что, смотрите, тема по украинскому народу, которого обманывают, который обманут, который испепелен, не раскрыта. Ух, это самый сложный вопрос, потому что он находится внутри той самой украинской трагедии, которая уже стала постсоветской трагедией. Потому что когда какую-то часть некогда единого общества ведут на заклание и делают это козлы-провокаторы, этот пример очень любит приводить Дмитрий Юрьевич Пучков, да, он напоминает, кто овец на бойню ведет. Козел-провокатор – это специально обученное животное, которое пользуется тем, что овцы ему доверяют, он их доводит до нужного места, дальше ему открывается дверка, он уходит, а все овцы добровольно уходят на бойню. Это, конечно же, метафора из мира животных, но с точки зрения именно когнитивной войны, когда людей не просто сводят с ума, их превращают как вот эта вот собака Павлова. То есть она начинает реагировать на определенные там электродами, поражали нервные окончания, и она реагировала. А здесь информационально-эмоциональные такие, это не электроды, но это тоже такие разрядики. Поэтому мы выделяем два типа воздействия. Когнитивный удар и когнитивная волна. Волна – это когда долго заливают в уши, и человек начинает этому верить. А удар – это когда вот тебя постоянно как вот немножко током. И, конечно же, общество, которым манипулируют и над которым издеваются так на протяжении уже, я подчеркиваю, активная фаза началась в 2003 году. Ну, то есть за год до первого Майдана. 20
3 года уже, то есть это уже выросло, уже институт закончило поколение, которое родилось в такой ситуации. Конечно, какая-то часть общества уже необратима с отъехавшей кукухой. И поэтому те, кто остались... А эта система, она же ну, что поддерживает? Да? Когда у тебя такая медиакультурная политика, у тебя на поверхность всплывают соответствующие типажи. Так у вас в парламенте появляется Марьяна, так вместо культуры появляется Верка Сердючка, которая, ну что это такое? Это же трансвестит, который говорит ну, словами, которыми говорят очень простые маргинальные люди на рынке. Ну, я вот ну, в свое время на Краковском рынке во Львове такие слушал шутки, как вот у Верки Сердючки трансвестита, да, но тем не менее, общество деградирует, 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 и что происходит? Самый главный вопрос, что делать людям, те, кто сохранили адекватность и вообще хотят сохранить человечность. Это вопрос выживания. Вот. С моей точки зрения, Киев, нынешнюю власть постукраины полностью устраивает города без света и тепла. Они устраивают с политтехнологической точки зрения, потому что ну, они это уже реализуют, они перекладывают ответственность на муниципальную власть. Но также это им интересно еще и со стратегической точки зрения, с точки зрения реализации этого проекта «Биореактор». Им нужно, чтобы как можно больше людей, которых нельзя запихнуть в биореактор, но которые нагружают экономику, потребление, вот, энергоресурсы, и их максимум выдавить, чтобы уже все, так сказать, стариков, детей, женщин максимально вообще куда-то отправляли из последних сил. И тогда на постукраине останутся ну, вот, только мужчины вот, призывного возраста плюс-минус, которые уже разделены на организованные стаи хищников, как мы определили, которые действуют по методу СБ ОУН, стада, на которые охотятся, и всех остальных, которые пока что думают, что их это не коснется, но рано или поздно и их зачислят в стадо. Поэтому единственный способ выживания в этой ситуации, кроме как, ну, естественно, надо спасать стариков, женщин, детей, отправлять их в безопасное место, самим нужно организовываться в подобные стаи для самозащиты. Потому что когда у вас страна превращается в территорию ну, многоуровневых банд, если вы сами не сколотите что-то подобие банды хотя бы для самозащиты, то рано или поздно на вас начнут охотиться. Вот такой у меня ответ, Александр. Так, друзья, значит, я всех приглашаю, собственно, к нам, да, в наши вопросы, сессию вопросов и ответов, но предварительно я всем предлагаю прямо сейчас подвести итоги нашего сегодняшнего опроса. Значит, итоги опроса, они следующие. Так, Трамп для Европы. Значит, 18% козлогласен, 20% ясен-красен, 20% прекрасен и 41% все-таки считают, что опасен Трамп для Европы. Спасибо, что проголосовали. Это очень здорово, что, собственно, мы да, вот получили такой итог сегодняшнего голосования. И давайте, ну, скажите два слова все-таки по поводу Трампа для Европы, потому что вот Михаил воспользовался QR-кодом, да, и во время там нашего эфира написал, что первопричины войны Трамп, да, ну, видели люди на экране, там, поддержал канал и написал, Трамп вообще первопричины войны решает, как бы Европу разваливая. США, в принципе, опасна для Западной Европы, как страна, возникшая из преступников, нарушителей, девиантов, сбежавших оттуда, вот, и внутри своей именно философии, желающих отомстить тем, откуда они сбежали. Поэтому это страна преступников. Есть такая хорошая, у Шекли, по-моему, тоже, да, планета преступлений, как-то она так называется. Ну, в общем, когда всех негодяев за пределы Земли,
И потом главный герой попадает на эту планету и удивляется тому, как там вообще жизнь устроена. Ну вот по отношению к Европе США это не просто антагонист, это антагонист, желающий реванша. Так, друзья, переходим к вашим вопросам. Поехали сначала из сообщества YouTube, потом клуб зрителей. В общем, вопрос к уважаемому Семену Уралову. Как вам очки Макрона? Трампу понравилось. Ну как, Макрон сам себя выставляет на посмешище, причем делает это уже много лет, но у меня такое впечатление, что ему это, в общем-то, нравится, и он таким образом чувствует себя героем вот этих вот новых медиа, мемчиков и всего остального. Ну, это, конечно же, деградация, вот, поэтому чего уж такого, ну, ходи с подбитым глазом, ну, а с кем такого не было? Я тоже помню многократно, ну, в юности особенно, ну, да, и что? Значит, Наталья, что с переговорами в Стамбуле? Каких еще переговоров не хватало? Какие еще нужны? Стамбул В Стамбуле похоронили? Не, ну в Стамбуле переговоры закончились давным-давно. Потом в Стамбуле были контакты. То есть, ну, просто у нас... Ну, вообще, да, когнитивная война, в том числе в языке проходит. У нас очень много смыслов набивается в одно понятие, и потом уже понять, что это значит, по сути, невозможно. Нужно разделять переговоры и контакты. Переговоры были на этапе СВО 1.0. Сначала в Гомельской области, предварительные. Но уже там суть прорезалась, когда убили переговорщика Киреева. То есть, человек, это с украинской стороны был переговорщик. Человек, который доверился, да, и он как раз был представителем альтернативной центра силы, да, это ж он был от Апоблока, но он же из бывших регионалов, если не ошибаюсь. Вот, а потом в Стамбуле, ну, и когда уже произошел такой, как бы, кидок, не кидок, ну, в общем. А больше переговоров не было. Дальше были только контакты. Причем контакты осторожные. Вот не надо путать эти два процесса. Не будем путать. Следующий вопрос. Петр, Семен, вы не находите, что Трамп действует как древнеримский император? Более того, что и остальные ведут себя с ним как с древнеримским императором? Капитолий? Знак вопроса. Ну, не обязательно древнеримский. Он ведет себя так, как правитель, для которого не только внутри своей страны, но и в принципе люди разделены на уберменшин и унтерменшин. Или, если вы взяли аналогии Древнего Рима, на свободных граждан Рима и рабов. Ну, еще, конечно, есть такое промежуточное состояние. Это, как они назывались, колонны, да, это такие полусвободные граждане, которым разрешено обрабатывать землю в интересах граждан Рима. Их еще как бы их ну, не считают не людьми, но и полноценными людьми тоже не очень считают. И учитывая, что вот эта картина мира, она свойственна была не только Римской империи, но США, они напрямую себя считают продолжателями дела именно Римской империи. Ну, не мы же за них придумали назвать Капитолий. Правильно же? Ну, это же они всячески подчеркивают. Поэтому, да, вы абсолютно верно рассматриваете. Но в этом смысле и Гитлер мыслил в такой же логике, и Пилсудский мыслил в такой же логике. Что такое идеология прометеизма была? Ну, это была такая вот тоже форма разделения людей на рабов и господ, вот, но для Восточной Европы. То есть поляки это высшая, так сказать, раса, но несет свет просвещения. Даже название было пацификация. Вы же вдумайтесь вообще в этот цинизм, да? Ну, пацификация это вообще же как бы, мирный процесс, как бы умиротворение процесс, да? Но по фактам, под видом пацификации, это же что было? Это был сгон с земель жителей Западной Белоруссии и Западной Украины, передача земли в собственность так называемых этих оборонцев, или как они назывались. Ну, в общем, герои АТО местные в свои, которые типа перемогли большевиков. Клаптик земли и два раба.
Вот, да. Вот ровно оно и было, Это Александр. я помню с 2014 года, там, когда начали раздавать по 2 гектара, клаптик земли и 2 раба. Алина Востроилова, вопрос. Если победит Залужный, Украина будет контролироваться Лондоном, население это устроит? Оно не почувствует себя жертвой? Ну, Алина, у вас в вопросе как бы сразу допущение. Если победит Залужный. Ну, во-первых, для того, чтобы он победил, нужно, чтобы выборы состоялись. А выборы – это такой процесс в условиях войны всех против всех, что они могут разнести страну, ну, еще дополнительно. Ну, то есть, грубо Чего? говоря, война А куда? внешняя А превратится в подождите, а войну куда еще гражданскую. больше? Ну, Семен, ну куда больше? Ну, куда? Ну, я вам скажу, как в Латинской Америке, когда на каждом квартале, как в фильме «Зеленый фургон», когда Одесса была разделена этими самыми веревочками по улицам. Вот, то есть, ну, деградация это еще не дошла. Я напоминаю, фильм «Слуга народа», третий сезон, он пророческий. Потому что с точки зрения сатиры политической Зеленскому равных нет. Но это никак не связано с управлением государственным. А я напоминаю, там ключевая карта, которая включает в том числе сезонную республику Затока. Очень смешной момент, если вы его помните. Так вот, я напоминаю, до этого этапа еще не дошла Украина. То есть иллюзия едности еще сохраняется. Но, судя по всему, эта зима может стать ключевой, но тут мы не знаем просто сколько, так сказать, есть запасов вооружений у нашей страны и насколько активно они готовы его применять для того, чтобы Украина разложилась на анклавы хозяйственно-экономические. Потому что разрушение единой экономической системы, вот, она же естественным, ну, в смысле энергетической системы, естественным образом приводит к разложению хозяйственно-экономической системы. И тогда у вас каждый город превращается в такой феномен, вот, где где-то братва возьмет власть в руки, вот, где-то военные, а где-то вообще непонятно, что будет. Поэтому это интересные времена, не приведи. Ну, кстати, в таких временах жил Макаренко. Я рекомендую вот педагогическую поэму. Кстати, недавно в издательстве «Питер», где я издаюсь, вышла полная версия. Она намного более интересная, чем советская версия. И там он очень интересно описывает, что вот они строят колонию для этих самых беспризорных, а где-то слышат выстрелы о том, что там еще петлюровцы с красноармейцами воюют, да? То есть, с одной стороны, идет мирная жизнь уже, вот, а там еще проходят разборки за власть. В общем-то, оно в финале, если будет продолжаться концепция войны до последнего украинца, которая является оборотной стороной концепции нанесения стратегического поражения России, то тогда разложение Украины, оно еще дойдет до основания, а еще это даже не началось. Мгм. Так, закрытый клуб зрителей «Шелест». Это такое отдельное сообщество, где общение, где, собственно, ну, то есть закрытый клуб, да, такое камерное общение. Там тоже есть возможность задавать свои вопросы, поэтому давайте к ним перейдем. Вопрос Семену Уралову. Скажите, как вы видите судьбу прибалтийских стран в среднесрочной перспективе и дополнение к Сувалковскому коридору? Быть? Сувалский коридор – это страшный сон, особенно Литвы. Вот. Но я скажу так. Судьба прибалтийских республик зависит от того, как они будут себя вести в вопросах Калининградской области и потенциальных там терактов и диверсий по отношению к городу Санкт-Петербургу, а еще к побережью Ленинградской области, где находятся наши основные порты, ну, из которых, вы знаете, самый известный Усть-Луга. Но там не только Усть-Луга, там целая цепочка портов вот по всей этой части, и там еще и до Выборга. Ну, то есть, это стратегический для России. И в этом смысле Прибалтика вместе с Венгрией. Но там будут еще частные вопросы. У нас же, например, с кем? С Эстонией проходит граница по озеру. Сейчас вспомню, какому.
ну, в общем, по озеру, и там вот беспилотники запускались в последнее время. То есть все будет зависеть от того, как они будут подыгрывать в этой партии. Если они вернутся к своей стратегии, так сказать, ну, такой, помните, как в «12 стульев» был голубой воришка, Альхин, да, который воровал, но ему было стыдно. Вот. И вот если они вернутся к такой вот голубой русофобии, то есть они будут как бы гадить, но им будет одной рукой стыдно, вот, и это будет так не очень заметно, то я думаю, что на них просто перестанут обращать внимание. Так, значит, вопрос от Радислава из клуба зрителей. Учитывая ситуацию с украинской энергетикой, а также то, что до конца зимы Россия, исходя из сложившегося графика, нанесет еще 4-5 по-настоящему мощных ударов, которые в итоге положат систему окончательно, на ваш взгляд, насколько хватит терпения текущей ситуации народа Украины? И какой путь выберут простые люди? Бегство из городов, бегство из страны, смести власть по первому же призыву в соцсетях, или наоборот, все пойдут на фронт, как, возможно, надеется Зеленский и Буданов? Ух. Конечно же, для человека свойственно спасать себя и близких. Поэтому сначала будут перемещения внутри городов, ну, населенных пунктов. Люди начнут сначала кооперироваться, потом возникнет идея о том, что можно создавать что-то вроде коммун, общин. Вот, у кого-то что-то в деревнях есть. И учитывая, что это первый год кризиса, то, скорее всего, люди будут сосредоточены, ну, именно зимнего кризиса, да, вот, то люди будут сосредоточены на выживании. Вот, а говорить о каком-то системном протесте можно говорить, ну, когда уже цикл пройдет. Грубо говоря, когда уже пройдет первая такая зима, и начнется вторая, и люди будут понимать, ну, как бы, чем это чревато, то тогда я думаю, что начнется все сначала с, ну, есть понятие партизанщина, но еще вот выделяют как городская герилья, да, это то, что вот было свойственно в том числе Латинской Америке. Это свойственно городам с трущобами. Дело в том, что наследие советской власти, ну и вообще советского проекта в том, что у нас в городах не было трущоб. Вот. Ну, именно таких, как принято, то есть зон отчуждения местных сталкеров. Вот. А после вот такого коммунального коллапса города разделятся там, где отдельные дома, ну, потому что некий вымерзший дом, вот, он может потом и не перезапуститься, если там вообще все разрушится. И вот, ну, такие города-трущобы можно было видеть, в том числе, например, можно вот на месте, где закрыты промышленные предприятия. Такое и в Днепропетровской области можно встретить, и на Донбассе, в Казахстане такого очень много, да. И вот такие вот трущобы станут местом для скопления, ну, в общем-то, такого странного элемента, уголовно-анархического, назовем его так. И люди окажутся между двух зол. С одной стороны, есть система власти биореактора, у которой как бы, ну, понятно, куда тебя толкают и на что ведут, от нее надо прятаться. А с другой стороны, города наводняются очень странными персонажами, вот, которые тоже начинают охоту на обычных сограждан. И тогда у тебя иного способа, кроме как самоорганизовываться, в принципе, нету. Так, значит, следующий. Ну, мы переходим к вопросам уже из чата трансляции онлайн. Друзья, спасибо большое, что нас 13 тысяч онлайн. Поставьте, пожалуйста, лайки и ну, напишите в комментариях, если смотрите в записи, что думаете. И спасибо вам большое за вопросы. Это прям очень здорово. Если лайк уже поставили, то как это, потапайте в чате трансляции, там тоже есть реакции, чтобы мы были слышны и видны. Так, значит, очень просит, ну тут понятно, Наталья говорит, как пользоваться социальной сетью, если может отсутствовать электричество. Послушайте, и электричество, и связь, и есть проблемы отдельно регионов, есть, смотрите, находятся люди. Я помню, когда сидел в 2014 году в подвале, у нас была такая женщина, которая на велосипеде ездила по окрестностям, ее называли там Валя Ньюс.
Вот, она, ну, то есть она от одного бомбоубежища к другому вот перемещалась, там кто-то что-то дал, какую-то тушенку, там где-то какую-то там хлебынку какую-то, здесь там что-то насыпали, воды попила там, и вот это объезжала вот этот вот район, то есть, да, и там кто что сказал, то есть в любом случае эти социальные сети — это же прототип личного общения, поэтому что-то такое найдется, Наталья, в любом случае. Значит, просят очень вас прокомментировать, значит, ситуацию с Петровым. Что вообще скажете о Петрове, его деле, которое на него завели, ну и позиции, как это, гробовщика или как эксперта по коммуникациям при кладбище, который, ну, которого он лишился, соответственно, вместе и Брони тоже, да, его лишили. Ну, я считаю, что в этой ситуации нет ничего принципиально нового, потому что, насколько мне известно, все как могут, безотносительно того, как они относятся к власти на постукраине, они все петляют как могут, и это стало вопросом разделения людей по имущественному признаку. Вот мне там из Харькова рассказывают, что люди при деньгах, они вообще проблем никаких не имеют. Они имеют абонемент, вот, причем тоже для себя, для водителя, для охранников. Они, в общем-то, напрямую не задействованы, говорю, в системе власти. Просто то, что называется лучшие люди города. К сожалению, эта война не только гражданская, но она еще и классовая внутри постукраины. Потому что представители неимущих классов, они никаким образом получить никакую бронь не имеют. А люди, у которых есть деньги и связи, они могут промутиться при любой возможности. Вот как бы что я вижу в этой ситуации в целом. Так, значит, там пишут Саша, звук, что звук, со звуком все нормально. Так, значит, друзья, спасибо большое за общение в чате. Смысл санкций Запада против России и удары России по энергосистеме Украины имеют схожие цели, чтобы народ повлиял на верхушку власти? Спрашивает пользователь. Ну, санкции Запада по отношению к России – это проект медленного экономического удушения, которое началось в активной фазе в 2014 году, а на самом деле оно... Сколько действовала поправка Джексона Веника, это был уже фетиш на Украине в свое время, введенная еще в советские времена, а отменили ее когда? Там, в 2000-х или в каких? Вот, поэтому список Магнитского, так называемый, я напоминаю. Просто до кризиса 2014 года и перехода Крыма в юрисдикцию российскую, все эти санкции и давления, они были непрямые, да, они были косвенные. А с 2014 года они перешли к основной фазе, вот, медленного, как бы, ну, они это называют тоже нанесением стратегического поражения, но нанесением поражения именно в сфере экономики. Но, как мы видим, то, что для как бы островной страны, они же мыслят из своей логики островной, а мы страна континентальная. И поэтому, если с одной стороны континента у вас какие-то возможности закрываются, то на другой стороне континента они открываются. И Запад просто он еще самооблучен верой в свою именно научно-техническое превосходство. Вторая половина 20 века сменила тенденции. Центр мирового развития, в том числе научно-технического, находится в Юго-Восточной Азии. Это Китай, ну и не только Китай, и все вокруг него. Посмотрите, что у нас в Индонезии, какие демонстрируют вообще темпы роста и так далее. Тот же Вьетнам. И если наши предки, они были в ситуации, когда черпать технологии, научные разработки, кроме как на Западе, было негде, то теперь, говорю, ситуация изменилась, и поэтому еще посмотрим, к чему приведут эти санкции. Наташа задает вопрос, почему антисемитизм распространяется только на русских, а главного антисемита Нетаньяха не наказывают. Ну, это такой же вопрос манипулятивный в стиле когнитивной войны. Как это? Когда вы перестали пить коньяк по утрам? Да? Мгм. Как на него ответить? Главный антисемит Нетаньяху. Нет, он не антисемит.
Нетаньяху – это сионист. Сионизм – это одна из форм нацизма. Так было, даже в ООН так было принято до тех пор, как к нас к власти не пришли предатели. И Шеварднадзе, в общем-то, не... Это была уступка Западу. Ну, вот. Поэтому они ведут себя как обычные фашисты всегда и везде. Нетаньяху, не Нетаньяху, какая разница? Мгм. Значит, кстати, вопрос очень интересный по поводу Азербайджана сегодня. Пересказывал разговор с Путиным Трамп и говорил о том, что Путин удивлялся, вот, я 10 лет не мог решить этот вопрос, 35 лет самого конфликта, а ты взял и решил. Он говорит, я молодец, не волнуйся, не переживай, реши свой вопрос с Украиной. Ну, вот такая, знаете, вот такая история в лицах. Как вы расцениваете? Потому что, давайте так, Армения сейчас тоже не так остро, конечно, но все-таки в повестке дня. Хотя, если честно, последнее время упоминают Пашиняна, ну, как пример для Зеленского, что ли. Ну, вот пример. Да, проиграл войну. Да, ну, ничего страшного. Вывели войска, отвели, все. Зато смотрите как, да. Не потеряла к нему интерес западная элита, Европа, ну и так далее. Ну, давайте так, Пашинян на войну не явился. И более того, победа Азербайджана была возможна только потому, что Пашинян задолго до этой войны взял курс, ну, назовем его так, на слив Карабаха. Вот, поэтому победа Алиева очень сомнительна. Это такая же победа, ну, с чем ее можно сравнить? Ну, в свое время Шеварднадзе так побеждал в Абхазии. Вот, ну, танки приехали на пляже и Сухум отдали на разграбление. Вот. Сколько он там, 2 или 3 дня дал, и не часу больше. Вот. Не, это Гамсахурдия был, прошу прощения. Вот. Новый президент. Вот. Ну, а потом, соответственно, ну, чем это не отличается? Ничем не отличается. Ну, можно такой же в победу можно записать украинским националистам с нацистами заход в Курскую область. Ну, вы же как бы поунижали людей, 5 разгромили. Ну, молодцы, вот победа. Поэтому никакой там победы не было. Дело в том, что Армения вслед за Азербайджаном начали дрейф в сторону Запада. Вот. И дрейф этот был в рамках того, что они стали участниками антииранской партии. Мы с вами разбирали, по-моему, на прошлой беседе, да, о том, как Иран на протяжении последних 30 лет активно окружали, да, то есть Ирак, Сирия, курды, то, что мы вспоминали, и вот Афганистан, и вот, собственно, удалось, воспользовавшись противоречиями и воспользовавшись продажностью, так сказать, азербайджанских элит, которые посчитали, что их уже возьмут в мировой, так сказать, клуб господский. Вот. В общем-то, этот альянс, поэтому это не примирение Армении с Азербайджаном, это включение политических элит Баку и Еревана в совместный антииранский проект на правах, так сказать, ну, шестерок в этой банде. Потому что все, что не делают американцы, у них же получается банда, гэнг, ну, гангстер это кто такой? Гэнг, банда, бандиты. Вот. Они действуют как гангстеры, и в этом смысле они, ну, затянули Алиева и Пашиняна в то, что мы вместе будем, так сказать, грабить Иран, и вы на этом только, ну, подниметесь. Вот поэтому у них такая же мотивация, как и у Евросоюза, что мы под сенью НАТО сейчас будем грабить Россию, ну, в общем, постсоветское пространство. Так что модель все та же. О, Господи. Да, смотрю тут в ленту. Батюшка осветил бусик ТЦК Сарно-Хровинской области. Это, конечно, ребята. Ну, знаете, это, Александр, тоже традиция. Вот она прям в масть к моей третьей цитате Ярослава Галана. Это была создана в свое время
украинская католицкая спилка, которую создавал Шептицкий, да, и вот цитата Галана: «Про справжнє християнське людинолюбство керівників та засновників цієї партії свідчить передмова газети «Мета» 17 квітня 1932 року, почти 100 лет назад. Цитата: «Український націоналізм мусить бути приготований на всякі засоби боротьби з комунізмом, не виключаючи масової фізичної екстермінації». Вот, Так и да. Александр. Так и да. Цитата. Да, друзья, всем большое спасибо, что побывали на нашем сегодняшнем эфире. Семен Сергеевич, благодарю за время и мысли. Спасибо вам. До новых встреч. Друзья, подписывайтесь на Семена Уралова в телеге. Там тоже стрим был, да, нашего сегодняшнего эфира. Спасибо за то, что побывали на стриме на YouTube. Подписывайтесь в закрытый клуб зрителей Шелеста, на телеграм-канал Шелест. В общем, рады вас видеть. Хоть и такие... Ну, тогда добавлю, Александр, у меня тоже есть клуб, называется НЭП, на эмоциях, но по понятиям. 2 раза в неделю разбираем сложные ситуации не публично, на эмоциях и, так сказать, по понятиям как жизненным, так и там, философским, Там, историческим, на лингвистическим. философские- Тоже добро пожаловать. На философские темы Семен Уралов так с матючком может крепко приложиться, потому что клуб-то не публичный. Если не в записи, то можно. Да. И нет несовершеннолетних и ушей, так сказать, дам и стариков. То вполне можно, чего бы нет. Да, друзья, всем большое спасибо еще раз. Берегите себя и друг друга. Наблюдаем за ситуацией.